Друзья, я надеюсь, что у вас все хорошо в новом году. Все вы прекрасно знаете, что на Святой вечер готовится 12 блюд. Самое популярное, наверное, из них это вареники. С постными начинками, конечно. Поэтому предлагаю вам приготовить вареники с картошкой и с грибами и с капустой. Начинаем! Для этого нам понадобится мука, подсолнечное масло, соль, перец, кипяток, картошка, лук, капуста квашеная, сушеные грибы. Заливаем грибы холодной водой на несколько часов, можно и на ночь. Картофель заливаем холодной водой и отвариваем до готовности. Сушеные грибы, хорошо промытые, уже набухшие, добавляю одну луковицу и заливаю холодной водой. Отправляю на огонь. На разогретую сковороду добавляю пару ложек столовых подсолнечного масла. Отправляю кислую капусту. Капусту накрываем крышкой и тушим до готовности. Если у вас мало жидкости, можно добавить. Капуста готова, она стала мягкой, появился у нее такой приятный цвет. Перчим. Пробуем по соли. Так как капуста квашеная, я ее солить не буду. Мне достаточно. Вынимаем из грибов луковицу, смотрим. Если луковица не синяя, значит все в порядке. Грибы съедобные. Грибы варились 40 минут. Выключаем огонь, выливаем воду, остужаем и нарезаем помельче. Картофель наш готов. Снимаем с огня и ступкой разминаем. Разминаем картошку как на пюре. На разогретую сковороду наливаю несколько ложек масла. Добавляю половину луковицы. Лук подрумянился. Отправляем к нему грибы. Обжариваем со всех сторон до румяности. Подсаливаем грибы и перчим. Выключаем и выключаем грибы и добавляем их к картофелю отварному. В просеянную муку добавляю щепотку соли, 3 столовых ложки подсолнечного масла. «175 мл кипятка». Замешиваем тесто. Это тесто получается универсальное, очень хорошо лепится, оно достаточно эластичное. И еще оно мне нравится тем, что оно не расклеивается во время варки. Вареники, пельмени не расползутся у вас. Тесто мы замесили. Кладем его в нашу посуду, накрываем полотенцем и оставляем на полчаса отдохнуть. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Половину теста накрываем пленкой и убираем. Со второй половиной будем сейчас работать. Раскатываем тесто скалкой.
Тесто раскатываем толщиной 1–1,5 миллиметра. Берем стакан, либо формочку, у меня вот из-под салата, и вырезаем кружочки. Сильно мелкие вареники я не люблю, поэтому формочку я беру покрупнее. Вы при желании можете взять стакан. Убираю лишнее тесто. Выкладываем начинку. Если вы первый раз делаете вареники, у вас нет опыта, начинки кладите поменьше. Я кладу на крупный вареник где-то десертную ложку начинки. Приготовим для готовых вареников досточку, присыпем ее мукой. Будем выкладывать готовые на нее. Начинаем залепливать вареники. Начинаем с середины, потом с краев, заканчиваем в конце. Вот такой вареник получается. При желании можно его украсить. Загибаю пальцем тесто к серединке. Получается вот такая косичка. У кого есть время, тот и желание поиграться, тот может сделать такие вот красивые вареники. Вареники с картошкой и с грибами готовы. Приступаем к вареникам с капустой. Я раскатала второй пласт и выложила капусту на вареники. Теперь слепливаю и будем варить. В кипяченую воду добавляем ложку соли. Вода опять закипела, выкладываем вареники. Помешаем вареники и будем ждать, пока вареники всплывут. Вареники всплыли, должны их еще проварить 5–7 минут. Пока варятся вареники, сделаем зажарку. Лук режем мелким кубиком. Несколько ложек подсолнечного масла разогреваем на сковороде и добавляем туда порезанный кубиками лук. Обжариваем лук до золотистой корочки. Лучок поджариваем до золотистого цвета. Лучок готов, он стал золотистый. Теперь высыпаем его на наши готовые вареники. Надеюсь, вам понравились вареники. Ставьте их на стол, угощайте гостей, кушайте сами, встречайте крестников. Ну и как говорят на святой вечер, добрый вечер добрым людям на весь вечер.